Всем большой привет! Давно мы с вами здесь не виделись. Надеюсь, что вы соскучились. Я очень по вам соскучилась. Буду исправляться, буду стараться появляться здесь чаще. Сегодняшнее видео у нас с вами будет настоящий бюджетный челлендж. Будем с вами выискивать просто бриллианты. В сегодняшнем видео будем пробовать составить полный образ на танцы и верх, и низ до 1000 рублей. Вообще посмотрим, возможно ли это в 2025 году, получится ли у нас. Я заказала много вещей, мы с вами все вместе посмотрим, примерим. У нас с вами будет 4 полноценных образа, поэтому будет интересно. Давайте начинать. То есть вообще 272 рубля, это даже не 300. То есть и вот такая маленькая, как раз таки вкусная, женственная деталь. Вот такая вот горячая модель. Вот, как вы думаете, сколько это стоит? Я не знаю, что вообще за такие деньги можно желать. Это, конечно же, не круто, не классно. Где же мне найти полноценные брюки клеш за 600-700 рублей. За время своего отсутствия я занималась одним очень масштабным и важным проектом. Обязательно делюсь этой новостью и с вами тоже. Я запустила свой онлайн-курс по High Heels. Это курс по базе стиля High Heels. И также в конце мы учим красивую чувственную хореографию. Курс состоит из 10 уроков, 8 уроков посвящены основам стиля High Heels. Мы разбираем все базовые элементы, основы стиля и волны, наклоны, вращения, работа в партере, работа с руками и многое-многое другое. А в конце мы выучим красивую чувственную хореографию на последних 2 уроках. Этот курс идеально подойдет, если вы никогда не занимались танцами, либо если вы начинающие, либо средний уровень имеете. В общем, всем, кому интересно, оставляю ссылочку на сайт внизу в описании. Переходите, там все подробно, а мы с вами продолжаем. На самом деле, когда я начала готовиться к этому видео, я вообще подумала, возможно ли это, потому что если вы, в принципе, на Wildberries вводите, допустим, запрос леггинсы, либо какие-то брюки клеш, либо шорты, в основном все позиции начинаются где-то от 1500 рублей, то есть, соответственно, если у нас с вами на образ 1000 рублей, да, то вообще одна позиция это даже не 600-700 рублей, а это вообще по 500 рублей. То есть это, в общем, максимально просто бюджетные вещи. Я даже, если честно, не знаю, какое может быть качество там за 400-500 рублей, что вообще может прийти просто за такие деньги. Мы с вами вместе обязательно посмотрим. Но на самом деле бывают разные ситуации. Бывает, что нужно что-то максимально бюджетное, например, на какую-то съемку. Потому что если это тем более что-то тематическое, не хочется много тратить, да, на какую-то съемку разовую, либо на выступление, может быть, какой-то контент вы снимаете для социальных сетей. Также, в принципе, бывает, что, допустим, какое-то затруднительное, да, финансовое положение, но хочется как-то по-новому выглядеть на занятии. Все равно, как ни крути, я думаю, вы со мной согласитесь, новая одежда, новый наряд на тренировку, это все равно какие-то новые эмоции, это новая порция мотивации. Я заказала для этого образа, мне кажется, одну из моих любимых формул луков, такое сочетание, как боди и шортики. Часто в одном цвете я беру, да, для того, чтобы все это очень легко комбинировалось. Во-первых, выглядит вместе часто как комбинезон, если оттенки совпадают, плюс-минус. И также можно носить по отдельности. Буду вам сразу же называть цены. Цены, конечно же, всегда на Wildberries немножко варьируются. В общем, оставлю все ссылочки, все явки, пароли внизу в описании, заглядывайте туда. Я буду называть стоимость, по которой я заказала эти вещи. Я заказала шортики за 403 рубля и боди за 508 рублей. Давайте вместе посмотрим, что же за такие деньги нам предлагает продавец. Давайте начнем с вами с шортиков. Шорты в бежевом цвете. 403 рубля, напоминаю, это просто максимально бюджетно, это причем не какая-то там была скидка или еще что-то распродажа, то есть это вот их стоимость такая изначально. В общем, шортики вот такие вот мини-шорты, прям реально коротенькие. Кстати, я считаю, что это плюс, потому что красиво, да, вытягивается нога. Если вы любите, да, такую длину, если вы носите, мне больше нравится именно вот такая короткая длина, чем, допустим, до середины бедра велосипедки. Также из плюсов сразу вижу, что здесь посадка не прям высокая. Для меня это тоже плюс, потому что прям вот такая вот высоченная посадка, как будто бы немножко уже приелась, надоела сейчас. И джинсы, да, и брюки переходят вниз сюда на косточки. Конечно, супер низкую посадку, низкую талию не все любят, и это, наверное, тоже такая специфичная штука. А вот здесь средняя посадка, я думаю, что неплохо должна смотреться. Я заказала размер 42.
Ой, 40 размер у меня, XS, да, получается. И я думаю, что по размеру они мне хорошо подойдут. В общем, мы с вами вместе их примерим. На самом деле с бежевым цветом, особенно с бюджетными прям вещами, как раз про который у нас сегодня с вами идет речь, надо смотреть, выбирать оттенок, потому что он часто бывает такой более желтый, не очень красивый, либо наоборот сильно куда-то в розовый уходящий. Здесь такой цвет таупово-бежевый, симпатичный цвет, мне нравится, шортики неплохие. Давайте вместе с вами посмотрим боди. Боди я выбрала такое более эффектное, более яркое, более такое секси даже можно назвать. Вот такая вот горячая модель. Смотрите, какая необычная. Спереди здесь вот такие прорези в нескольких местах. И спина здесь тоже интересная. Вот таким вот крестиком идет. То есть часть спины будет голая. Сразу уже вижу, что у этого боди высокая посадка. Если вы любите такое, когда здесь прям косточка, да, возможно, открывается. В общем, когда максимально модель удлиняет ваши ножки, то вам понравится такая посадка. Снизу здесь просто такие кнопочки. И вот что я уже здесь вижу сразу, вырез здесь, не помню, как называется такой воротник, по-моему, английский воротник. В общем, здесь как будто бы очень мало ткани вот на месте груди. То есть такое ощущение, что либо грудь будет где-то здесь, да, либо она у нас будет выходить с этой стороны. То есть маленький прям кусочек ткани. Я не уверена, что в динамике это будет удобно, что это будет комфортно. У меня размер 42, XS, и по талии, я думаю, она мне подойдет, а вот здесь надо смотреть. Возможно, на разной фигуре будет оно по-разному смотреться, по-разному сидеть. Ну, вот как раз-таки в этом боди я смотрела отзывы, они там были, и девчонки писали, что странная посадка, у кого здесь хорошо сидела эта боди в груди, странно сидела в талии. В общем, посмотрите отзывы. В общем, сомнительно по поводу этого боди. Надо смотреть, надо примерять. Ткань, в принципе, нормальная. Но, опять же, наверное, без белья. Без белья его полностью носить не самая лучшая идея. Я его примерю именно с такими накладками, наклейками. В общем, наверное, больше оно куда-то на съемку. Опять же, это бренд, уже не помню, говорила или нет, всем известный бренд «Твое». У них достаточно бюджетная вообще одежда и много разных таких модненьких, интересных позиций. В общем, куда-то на съемку, может быть, подойдет, если как раз-таки нет очень активных каких-то движений в плане наклона из стороны в сторону, чтобы ваша грудь, в общем, осталась здесь на базе, на месте. В общем, сомнительное такое боди. Как считаете вообще, как оно выглядит, красиво или нет? Я бы ему, наверное, поставила 3 из 5. В общем, вот такой вот образ у нас с вами получился. Он у нас по стоимости вышел даже не 1000, а 900 с небольшим рублей. В общем, пишите, как он вам, как вы считаете, вообще норм или стрём. Для следующего образа я выбрала такую формулу лука, как леггинсы клеш. Достаточно популярная модель, и классно смотрится она как раз таки в стиле хилс, да и вообще в разных других стилях, и верх от купальника. На самом деле присмотритесь к этому сочетанию, к этой формуле образа, выглядит прикольно, потому что как раз таки леггинсы дают вот эту элегантность и закрыты полностью у вас ножки, но в то же время немножко обтянутые ягодицы, подчеркнута талия, в общем, выглядит красиво, женственно. Вот эти вот расклешенные штанины дают тоже такую динамику, но будьте осторожны, да, чтобы каблучок у вас не цеплялся во время исполнения. И верх такой супер открытый, верх от купальника, тоже выглядит прикольно, классно, свежо, если вы не часто такое носите, а я на самом деле давно преподаю и не часто вижу на занятиях подобный верх. Я думаю, что это такая все-таки свеженькая идейка, поэтому присмотритесь. Не обязательно к этим вещам, просто в целом такая формула лука классно смотрится. В общем, когда я начала искать для подобного образа вещи, передо мной стал вопрос, где же мне найти полноценные брюки клеш за 600-700 рублей. Это та еще затея оказалась, потому что на самом деле вариантов практически не было. Были варианты вот от этого бренда, от которого я заказала. Сейчас я вам подскажу, сколько они мне обошлись. Эти брючки я заказала от бренда «Телодвижение», называется бренд. И по стоимости они обошлись мне в 677 рублей. Представляете, то есть целые брюки, расклешенные, где много достаточно материала, обошлись мне в 700 рублей примерно. Я считаю, это очень бюджетно. Давайте посмотрим, что же там вообще за брюки. А верх от купальника я выбрала тоже такой бюджетный за 271 рубль. Это такие классические треугольнички.
И сразу скажу, что именно цена зависела от расцветки, то есть я выбрала расцветку, это такие синие брюки и голубой верх, голубой вот этот топ, но если брать в этих же карточках товара другие оттенки, то цены уже будут выше, то есть именно на эти цвета почему-то была самая низкая цена. Написано, что это хлопковые брюки, то есть это не спортивная будет ткань, конечно же, это большой минус, я считаю, потому что будете танцевать, потеть, и на 95% хлопок все это будет видно. В общем, в этом плане не очень. Кстати, в достаточно симпатичном цвете, это такой темно-синий цвет. Не знаю, почему именно этот цвет был максимально бюджетный, может быть, он совсем не пользуется популярностью, именно этот оттенок. В общем, у них тоже здесь такая резинка, похожую мы с вами видели только что на бежевых шортиках. Резинка, посадка тоже как будто бы средняя. Мне нравится, что у них прям хорошее такое расклешение, клеш от колена, посмотрите, прям красивым треугольничком идет. Но вот сама ткань, то, что это хлопок, делает эти брючки похожими на пижамные. Это, конечно же, не круто, не классно, но я думаю, что в целом это будет видно только если вы близко подойдете, там пощупаете, потрогаете, то да. А так издалека, я думаю, будет не видно. И я уже вот вижу, что они по длине вот прям впритык будут, если я без каблуков. У меня рост 167, соответственно, плюс каблук для хилс, например, будут они с каблучком коротковаты. У меня размер XS. В целом они выполнены хорошо, качественно, нигде никакие ниточки не торчат, просто в целом такие простенькие брючки. Из плюсов, я думаю, что за счет материала они будут комфортные, удобные, будут хорошо тянуться, будет в них не душно, не жарко. Если, например, вы в принципе думаете вписать, да, разнообразить как-то свой танцевальный гардероб чем-то более интересным, то можно купить такие брючки, попробовать, да, в них потанцевать, вообще посмотреть, да-да, нет-нет, подходят они вам или нет, как выглядит ваш танец в подобном вообще, да, в варианте низа. И потом уже, например, прикупить что-то более качественное, что-то больше подходящее все-таки для танцев. Верх, как я уже сказала, я подобрала, ну, старалась подобрать под цвет, но особо не было вариантов, если честно. Хотелось мне черный вообще верх от купальника, мне кажется, красиво бы выглядел, либо бежевый, например, но, к сожалению, уже стоимость была другая. Это вот такой вот верх от купальника, тоже на примерке сейчас увидите, как он выглядит. В голубом цвете здесь есть чашечки небольшие. Также у этого продавца есть и низ, то есть в целом можно и прикупить себе такой верх. Если он вам понравится, то и прикупите низ, и носите на танцы, и летом куда-то на пляж. В общем, ничего плохого не могу сказать. Симпатичный цвет, качество неплохое. Чашки есть, которые можно достать, завязочки, которые можно по-разному завязать. В общем, в принципе, наверное, этому образу с учетом стоимости до 1000 рублей я ставлю 4 из 5. Мне кажется, получилось симпатично, неплохо. Наш с вами следующий образ будет, мне кажется, в самом любимом танцорском цвете. Это в черном цвете. Конечно, черный очень удобно, очень комфортно, выглядит он элегантно, всегда как-то подтягивает фигуру, собирает, на нем не видно какие-то загрязнения, которые бывают, да, например, если вы в партере танцуете в белоснежной одежде, это одно, в черной это другое. В общем, выглядит классно. Я сама люблю черные вещи, черный цвет. И я заказала 2 позиции. Это будет боди и шортики. Давайте сразу же мы с вами сориентируемся по стоимости. Боди 575 рублей и шортики за 272 рубля. Давайте посмотрим, что же можно купить, какой вариант боди можно выбрать за 575 рублей. Конечно, вот если вы начнете вообще искать боди за 500 рублей, хорошее, качественное, красивое, классное, еще какое-нибудь интересное, очень сложно найти, потому что в основном все позиции, все боди, это где-то 1500, 2000. И вот я выбрала вот такую модель, она мне попалась. Кстати, у этого боди было достаточно много положительных отзывов и фотографий, что меня тоже привлекло. И еще мне понравилась модель этого боди, мне кажется, что выглядит она интересно, все-таки не совсем прям базовая. Это вот такой боди в черном цвете, без рукавов. Здесь интересно выполнена вот эта зона воротника, то есть если вы молнию застегиваете полностью, то получается такой формат, как водолазка. Да, то есть полностью прям закрывает горло. Либо можно расстегнуть, конечно же, и приоткрыть как-то красиво зону декольте, потому что получается такой V-образный вырез, и у вас вытягивается как раз-таки шея. Я думаю, что многие такое любят, носят. Вот. Но если вам не нравится, можно всегда посильнее затянуть. Здесь по ткани
ткань это хлопковая. Вот я сразу же чувствую, посмотрю состав. По составу здесь 95% хлопок и 5 эластан. То есть состав такой же, как у брюк, который мы с вами смотрели ранее, но в отличие от них это боди не выглядит как какая-то домашняя одежда, как пижамка. То есть оно в целом неплохо смотрится. Мне кажется, его можно даже применить не только, ну, точнее, оно в целом не для танцев, да, то есть его можно носить в обычной жизни и носить на танцы в том числе. В общем, боди приталенная, здесь внизу кнопочки, застежка такая из 2 рядов, то есть на разный рост можно затянуть, завязать, застегнуть точнее. В целом неплохой боди. Единственная молния такая, сразу говорю, она достаточно хлипкая, и вот эта вот часть внутренняя может из каких-то активных телодвижений вылазить, выскальзывать. Вот. Но, ребят, 575 рублей. Я не знаю, что вообще за такие деньги можно желать еще. В целом боди выполнено аккуратно, хорошо, никаких нет торчащих ниточек, никакого запаха постороннего нет. К этому боди я подобрала в пару шортики. Похожи на первые шорты, которые мы с вами вместе смотрели, тоже базовые, но от другого уже продавца. Их стоимость 272 рубля. То есть вообще 272 рубля, это даже не 300. То есть это вообще настолько бюджетно, что, ну, я на самом деле вообще в шоке, как можно поставить, да, цену итоговую 272 рубля. То есть вообще какая у них в принципе себестоимость, учитывая то, что еще Marketplace, да, берет процент, себестоимость шортиков плюс самому производителю нужно что-то, да, с этой покупки получить. Я вообще в общем в шоке, что что-то можно купить на самом деле неплохо выглядящие за такие деньги. В общем, шорты на резинке, супер коротенькие, супер мини, у меня 40 размер. И вообще подобные шорты это база, мне кажется, вообще танцевального гардероба, потому что они, конечно же, легко сочетаются, очень удобно, комфортно в них заниматься. Также были разные цвета. Мне нравится, что здесь, ну, реально нормальная ткань, то есть она не блестящая, она не какая-то рыхлая. Я не думаю, что они будут просвечивать, то есть плотная ткань, не рыхлая, не полупрозрачная, ткань спортивная. Единственное, вот у этих шортиков, кстати, у бежевых, у них здесь не сделана отдельная ластовица внутри, то есть это вот такой шов, который, знаете, в общем, надо примерять, в общем, надо с ним быть очень осторожным. Может быть, какие-то боди, да, с ним только носить именно с подобными шортиками. Потому что, конечно, это неудобно в плане активных каких-то занятий. Вот такой вот шов, который идет по центру тела, да, от начала до конца. Это, конечно же, минус. Это минус, но как бы, сами понимаете, 300 рублей очень сильно придираться не приходится. В общем, вот такой вот образ у меня получился. Я считаю, что на ту стоимость, да, то есть сколько там рублей, наверное, в целом получится 800 рублей примерно у нас в целом он выйдет, даже чуть меньше. За 800 рублей полный образ на танцы, на какую-нибудь видеосъемку. Я считаю, что это неплохо, неплохой у нас с вами улов. И последний, 4-й образ у нас с вами будет более такой необычный. На самом деле не только для high heels он подойдет, наверное, больше даже для... может подойти и для хип-хопа, и для дэнс-холла. Ну, в целом, я думаю, что большинство стилей любят вот подобные штанишки, подобные вообще формы луков. В общем, это будет образ на основе объемных брюк, таких спортивных, и такой более компактный верх. Верха, на самом деле, для этого образа даже я заказала 2. Мы с вами оба посмотрим, но начнем мы с вами с брючек. Вот эти брючки очень популярны вообще были на Wildberries. Огромное количество отзывов положительных и вообще в карточке товара там большое количество заказов. Много как раз-таки фотографий уже из танцевального зала. Много, я как поняла, покупают такие брюки именно девчонки для того, чтобы тренить, ну, в общем, какие-то другие стили, но я думаю, что на самом деле и для хилза они тоже подойдут, потому что, например, с лодочками, если их подзатянуть, эти брюки немного внизу, будет симпатично выглядеть и, ну, в общем, тоже для разнообразия классно. В общем, это брюки в сером цвете, вот такие вот. Снизу у них есть такие специальные карабинчики, с помощью которых можно их затянуть, либо можно их распустить, и у вас будут просто прямые брючки. Сверху здесь резинка, нормальная такая эластичная резинка и небольшой шнурочек. Шнурочек
функциональный, то есть с его помощью можно реально подзатянуть. 2 кармана и, собственно, все. Размер у меня М. Я думаю, что они мало мерят, потому что я смотрю на них, и они не выглядят как-то супер объемно. Я специально взяла на размер побольше, чтобы, ну, в общем, они были более объемные. Я думаю, можно даже еще больше брать на размер. В общем, если они вам понравятся. У меня, напоминаю, размер М. По составу написано, что это хлопок и полиэстер, но вот по ощущениям как будто бы больше здесь синтетики, то есть они не ощущаются такими прям хлопковыми, какие-то они вот скользковатые. На самом деле выглядят они неплохо. Давайте посмотрим, сколько они стоили. По стоимости они были 586 рублей. 586 рублей, представляете, да, за такие брючки. Но это, конечно же, очень хорошая, приятная цена для них. И к этим брюкам я заказала 2 варианта верха. Давайте мы с вами посмотрим. Первый я выбрала вот такой вот компактный топ, который будет на контрасте с объемным низом. Симпатично выглядеть. Это вот такой вот секси-топ в винном цвете. Мне показалось, что будет красивое сочетание серый с вот таким вот винным. У него здесь еще снизу так интересно выполнено вот этот нижний край таким полукругом. В общем, примерим, посмотрим, как это будет смотреться. Это бренд Be Free, всем известный, размер XS. И такая вот маечка просто базовая. Она достаточно тоненькая, она достаточно рыхленькая, ткань в такой рубчик. Ну, в целом нормально. По стоимости, вот как вы думаете, сколько это стоит? Ну, вы уже, наверное, сосчитали примерно стоимость. Но на самом деле стоимость этой майки 230 рублей. Представляете, 230 рублей. Я вообще не знаю, просто можно ли что-то еще более бюджетное таскать. Ну, действительно, нормальная майка. Ну, такая, да, не супер классная, достаточно, как сказать, в общем, ее когда растягиваешь, она плохо очень свою форму принимает заново, то есть она не эластичная. В общем, цвет симпатичный, маечка тоже симпатичная. Давайте посмотрим с вами второй вариант. И второй топ, который я заказала, я думала, какой-то из них, может быть, мне не подойдет, поэтому выбрала 2 на всякий случай. Это вот такая вот майка в черном цвете, мега базовая. И мне кажется, что это одна из самых, кстати, классных вещей сегодняшнего обзора, потому что, посмотрите, у нее спереди здесь вот такая вот деталь в виде 3 пуговичек, которые функционально, можно их расстегнуть, и за счет этого можно классно ее стилизовать. Нам, конечно, с вами здесь не разгуляться по стилизации, да, у нас только майка и штаны, это 1000 рублей, но в целом, вот, допустим, в карточке товара она была застилизована таким образом, что внизу была поддета еще одна майка, и за счет того, что здесь чуть-чуть расстегнута верхняя пуговица, создавался такой интересный эффект многослойности. Также я думаю, что подобную майку вот классно и красиво и стильно можно сочетать с каким-то таким, знаете, кружевным лифом, бра. Это сейчас очень модно, очень популярно. И как раз я думаю, что если вы в реальной жизни, да, вне танцевального зала, вы, возможно, стесняетесь подобных сочетаний, все-таки, когда видно нижнее белье, не каждому это подойдет, но это все равно красиво смотрится. Вот если, допустим, надеть какой-то черный лиф с небольшим количеством вот здесь кружева выглядывающего, расстегнуть, например, одну пуговичку, мне кажется, что это будет смотреться очень красиво, женственно. И как раз-таки с подобными брюками, да, такие более объемные унисекс брюки, вот такая майка, по сути, базовая, и вот такая маленькая, как раз-таки вкусная, женственная деталь в виде вот этих кружев, плюс какие-то лодочки, например, красивые, да, открыта вот ваша щиколотка. Мне кажется, что это красиво, женственно, и как раз так очень хороший баланс создается такой сексуальности, но в то же время расслабленности. В общем, классная майка, она достаточно плотная, вообще не выглядит, кстати, как-то очень прям бюджетно по стоимости. Она у нас с вами вышла 383 рубля, были разные цвета. В общем, эта майка прям супер, я вам могу посоветовать, даже если вы вообще не танцоры, вдруг смотрите это видео, майка классная, можно брать, и можно по-разному играться, как раз-таки с вот этой зоной декольте, по-разному ее расстегивать. Думаю, что будет выглядеть красиво. Вот такие образы я подготовила для нашего с вами сегодняшнего челленджа. Как вы считаете, получилось ли у меня составить образ полноценный на танцевальную тренировку до 1000 рублей? Может быть, какой-то из образов вам понравился больше всего? Обязательно пишите внизу в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Конечно же, буду благодарна любой вашей поддержке, лайк, комментарий, подписка. А мы с вами увидимся в новых видео. Я вам желаю классного дня и отличного настроения.